Война. День 527. Ситуация на фронтах. Сегодня ночью была атакована российская база в Новороссийске с помощью надводных дронов «Камикадзе», в результате чего был поврежден как минимум один корабль РФ, а именно большой десантный корабль «Оленегорский горняк». Впрочем, также можно сказать, что он успешно уничтожил украинский дрон, применив проверенную веками тактику тарана. Сейчас корабль получил крен на левый борт, и россияне отбуксировали его в порт. Все украинцы, разумеется, очень переживают за судьбу экипажа. Также удару подверглась нефтебаза в Феодосии. Россияне, в свою очередь, продолжают атаковать украинские хранилища с зерном. На данный момент они уничтожили по меньшей мере 200 тысяч тонн зерна. Также ударом подвергается портовая инфраструктура, медицинские учреждения и жилые дома. Так, в Кривом Роге российская ракета попала в девятиэтажку, в результате чего погибло 6 человек и 81 получил ранения. Восток. Украинское контрнаступление идет уже ровно 2 месяца. Поэтому давайте взглянем, каких результатов удалось достичь на отдельных участках фронта. Сватовское направление. С начала украинского контрнаступления тут фронт оставался стабильным, но в конце июля россияне сами перешли в наступление на этом направлении с целью разрезать украинский плацдарм на левом берегу реки Оскол и впоследствии ликвидировать его. В начале своих действий российским войскам удалось продвинуться на несколько километров, но впоследствии украинцам удалось стабилизировать фронт и даже отвоевать позиции. Быть может, для этого потребовалось введение в бой подкреплений, о чем свидетельствует потеря шведской БМП CV-90. Бахмутское направление. Это участок фронта, где украинские войска планомерно наступают по флангам города и имеют ощутимые успехи. Так, на северном фланге ЗСУ потеснили россиян вдоль трассы М-03, а также вбили клин со стороны Богдановки, Хромове и Берховки. На юге продвижение еще больше. Тут удалось продвинуться на 7 километров к Клещеевке, Андреевке и Курдюмовке, и линия фронта проходит вдоль железной дороги. Тем не менее, Бахмут пока не находится в полуокружении, и реки Бахмутка украинские войска не достигли. Авдеевское направление. Бои тут продолжаются все время. В том числе россияне предпринимали массированные атаки с использованием бронетехники, но каких-либо успехов они не достигли. В то же время украинским войскам удалось незначительно улучшить свои позиции. Бердянское направление. На данный момент оно остается наиболее успешным в плане продвижения украинских войск. Так, за 2 месяца им удалось продвинуться от 5 до 10 километров на разных участках и освободить ряд населенных пунктов. Основные продвижения были в районе Великой Новоселки, но и в районе Угледара россиянам пришлось немного отступить. Мелитопольское направление. Оно является наиболее сложным для ЗСУ. У россиян тут выстроена эшелонированная оборона, а украинцы в ходе своих атак понесли значительные потери бронетехники. Тем не менее, за 2 месяца боев украинским войскам удалось продвинуться на 5-6 километров. Основные бои идут в районе сел Работине и Вербове. Херсонское направление. Информации отсюда последнее время крайне мало, а та, что была, публиковалась исключительно россиянами. По ней мы узнали о украинском плацдарме на левом берегу Днепра, но поскольку новых кадров о нем россияне не публикуют, вероятно, показать им нечего, а значит, дела у них там не то чтобы хорошо. Подытожив по всем направлениям, можно сказать, что начав активно наступать с применением большого числа техники, украинские войска понесли ощутимые потери и были вынуждены изменить тактику, перейдя на планомерное выбивание российского тыла, как это было в прошлом году. Лишь после того, как российская оборона будет достаточно прорежена, стоит ожидать очередного массированного удара. Россияне же хотят удержать захваченное
и как максимум улучшить свои позиции, выйдя на географические рубежи, такие как река Оскол, дабы загнать войну в тупик, когда ни одна из сторон не сможет наступать. Спасибо за просмотр, как всегда буду благодарен, если вы поддержите видео лайками, подпиской и комментариями. Также становитесь спонсором на YouTube и Patreon.